Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиуа. У нас, если что, сегодня рубрика СМР контента, потому что я снимаю поздней ночью. А как мы все знаем, если я снимаю поздней ночью, то если я буду слишком громко орать, либо же выражать свои эмоции, то меня выгоняют спать в будку, либо же вообще из хаты, а хочется немножко иметь крышу над головой. Поэтому войдите в мое положение, поставьте свой лайк и оставьте свой комментарий для продвижения этого ролика, и плюс, чтобы он вышел в тренды. А также у нас есть телеграм-канал, если что, подписывайтесь на него. Там я пишу информацию об игре, о патчах, об обновлениях игры, соответственно. Поэтому присоединяйтесь, никакого там флуда и лишней инфы нет. Это второй момент. И третий момент. Я сегодня хочу поиграть на своей самой любимой, очень сложной, нереально обалденной сборки. Это Балтика девяточка. Балтика девяточка. Что это за сборка? Это называется Ведьмаки. Это одна из мет этого патча. Я просто хочу вам показать наглядно, насколько она сильная, насколько она хорошая, насколько она вообще юзабельная и все такое. Но, тем не менее, все-таки удача нужна для этой сборки. Объясню почему. Во-первых, у меня сколько раз было игр, ну, вот я не знаю даже, какое количество, но огромное количество игр, когда я просто не мог найти элементарного ТБ, этот же падший Ведьмак. Сколько игр я потратил на то, чтобы попытаться его просто найти. Но были такие катки, когда я находил падшего Ведьмака к раунду 20. И на самом деле это максимально плохо, поэтому я буду смотреть от игры, что сейчас будет приходить, и как оно будет приходить, и от этого уже отталкиваться. То есть я хочу одну сборку, но как предоставит мне игра, пока совершенно вообще не ясно. Поэтому если же мне игра предоставит хороший старт, более-менее, да, назовем его так, то, соответственно, я буду играть на этом хорошем старте. Но если же нет, то на нет и сюда нет, поэтому, ну ладно. Нет так нет. Значит, не сегодня. Значит, в следующий раз. Значит, в этот раз будет не совсем легко, как бы мне хотелось. Ну и ладно. Играют на Ведьмаках на двух сборках. Во-первых, это обычные стандартные Ведьмаки плюс 6 троллей, потому что это скорость атаки и в принципе все. И второй момент, играют еще через зверей, но через друидов, потому что это легкие друиды в тройку, плюс ТБ, когда будет превращаться, он превратит в тройку двух друидов, которые, в тройку. Что я только что сморзнул? Короче, я думаю, вы поняли. 2 друида в тройку равно 2 ТБ в тройку. Если, соответственно, у вас ТБ в тройку. Если же даже он в двойку, то все равно друид станет в тройку. Короче, что-то я какую-то дичь начал уже пороть, поэтому, ребята, я думаю, всем все понятно. Если вдруг кому-то что-то непонятно, то напишите в комментариях, я постараюсь объяснить. И еще один момент, на самом-то деле. Я бы хотел попробовать собрать одну сборку, но не знаю, получится у меня или нет. Звучит она следующим образом. Это 9 магов плюс боги. Выйдет, не выйдет, непонятно. Поэтому загадывать наперед не буду, так что как-то так. А еще один момент, как видите, я немножко не брит, но все равно это придает мне немножко мужского шарма. Все из-за того, что у меня просто не было электричества, я не смог зарядить свою бритву и не смог привести себя немножко в порядок перед записью, но думаю, это никак не мешает вывести харизмой, а не внешностью. Ну, короче, как-то так. На самом деле здесь обалденные билды у чуваков. Уже со старта пришло у чуваков 2 эгиды, 2 тускара, это 3 воина. Ну, короче, проблемы у меня будут хорошие в этой игре. Я более чем уверен, что проблемы будут, не из простых. Как это решать, пока не ясно. На самом деле, мне ведьмаки вообще не идут. Не идут охотники. И все. Также здесь есть чувак, тоже на лутстрике играет, и мне как бы-то его переиграть бы надо, но он ничего не покупает, он просто выходит 50 монет. Это не проблема, это даже не... классно. Я хочу на Ведьмаках поиграть, чувака приходят Ведьмаки. Давай мне панда сейчас придет, я просто сыграю на панде тогда, и будет вообще все четко и шикарно. Давай так. Я не против. Давай мне приходит сейчас панда. Приходит сразу панда-шаман. Я сразу выставляю фулл волшебников и играю на фулл волшебников. Плюс это панда-шаман. И к раунду 15-му, чтобы у меня панда в тройку была. Это, конечно, губу придется закатать, но... Короче, играем как есть. Спасибо. Пришел один, пришел второй. 2 чудика.
2 волшебника пришло. Мне на самом деле напрягает то, что чуваку вот уже пришло со старта. На винстрике я здесь точно играть не смогу, поэтому тинкеров я буду удалять. Ведьмака я возьму и вот сделаю вот как-то так. Мне, в принципе, нормально то, что тот чувак играет полностью на лут-стрике, у него 23 монетки. Скоро он должен ко мне прийти, и от этого уже как будем отталкиваться. Ну, как-то так. Как-то так. Я буду внимательно следить сейчас за ним, потому что если он уберет своих чуваков с лут-стрика, то мне будет, ну, не очень хорошо. Хотя, на самом-то деле, а какая мне разница? Ну, даже если он будет на лут-стрике, то... Не, ну просто если он один раз мне придет, мне будет намного легче. Ну классно, чуваку уже шаман пришел 4. Обалдеть. Какой у тебя уровень? 5? Класс. Ну это просто замечательно, если честно. Еще и есть чувак, который, ну просто ну, меня напрягает. Напрягает в плане того, что он, ну, извини меня, зачем ты приходишь? Типа, зачем ты на лустрике играешь? Не играй на лустрике, это плохо. Есть шаман, конечно. Вот шаман-маг для меня будет огромная проблема. Хотя на самом-то деле, если ему не придет манта и не придет ЦМ-ка, то для меня будет очень хорошо. Ну, именно для меня будет хорошо в этом плане. А для него мне уже как-то, ну, фиолетово, если честно. Короче, я сделаю как-то так. Я бы на самом-то деле бы... Просто он должен скоро ко мне прийти. Вот скоро он должен ко мне прийти. Не знаю, зачем мне эгида, но эгида на самом деле со старта она очень часто помогает. Вот честное слово, она очень часто помогает. У нее урон, вот этот вот нюк со старта, он огромный. О! Шик! Все, я ему сейчас лустрик сбиваю. Я выставляю себе наконец-то обидчивую тень. И жизнь малиной становится. Это как? Просто кайф. Просто какой же это мед на сердце. Просто передать словами не могу. Я ему просто игру испортил. Во-первых, у него нет никакого стола. А, уже есть. Скорее всего, он хочет на богах плюс жрецах сыграть. Но у меня такое, знаете, есть подозрение, потому что здесь есть 5 жрец. И для меня это как бы, ну, проблема, но не такая уж прям критичная, если честно. Даже если он так себе сделает. Ну и чё? Для меня это, ну, как бы... Как кот наплакал, если честно. И я на самом деле не знаю, хочу ли я СФ видеть. Или же я хочу не СФ видеть. То есть у меня здесь... Нужен ли он мне вообще? У меня есть Разор. Ну тоже, Разор как-то послабее будет. Но если Эгида сейчас в двоечку приходит, я сразу Эгиду ставлю. Эгида объективно будет намного сильнее. И резака возьму. Мало ли мне сейчас мехов получится поставить. Я бы на самом деле вообще поставил бы это... Энчу в двойку. Классно, я даже ни одного чувака сейчас не заберу. А не, ну одного ладно, одного я все-таки забрал. Хотя даже 2, судя по всему. Отлично, улучшение. Так, инчу я хочу, наверное, оставить. 30 монет у меня есть. В принципе, неплохо, но недостаточно хорошо. На самом деле у меня... Я забыл этот кристалл отдать ему. Если бы отдал кристалл, я бы намного меньше потерял. Ну и черт с ним. Не знаю, я, наверное, резака поставлю. Хотя у меня есть ощущение, что я все-таки моба проиграю. Вот у меня, знаете, такое... Ну, чуйка подходит, что ли, или как-то так. Чуваку, он котел пришел, Гримтач пришел. У него 2 волшебника, ему не хватает одного волшебника. Он поставит себе 6 троллей и поставит себе одного из ведьмаков. Либо он оставит себе АЭМа, либо же он оставит себе вот этого ведьмака. Ладно, если у меня получится все-таки собрать, я расскажу о плюсах и минусах этой сборки. И думаю, многие с этим согласятся, ну, которые плюсы и минусы я озвучу. В данном случае они сейчас, ну, как бы не особо критичнее эти плюсы и минусы. Против, допустим, шаманов это идеально будет. Вот эти вот плюсы и минусы. Сразу скажу, ведьмаки, они очень зависимы от предметов. Вот они, наверное, самые зависимые от предметов. Нет ни одной сборки, которая бы была настолько зависима, вот как они. Они прям, ну знаете, ну если вам предметы вообще не приходят, то тут уже, скорее всего, суши весла. Персик. Замечательный предмет, на самом деле он мне вообще не нужен.
Мне нужны были бы другие предметы, но на самом деле персик тоже будет неплохой. Но если бы мне упал, вот, допустим, вот эта вот палка, она бы намного больше мне дала. Либо же башер, либо же те же молнии. Но я возьму персик, потому что зачастую не хватает прокаста. Ну, не хватает не то, что прокаста, а не хватает... Так, ну, панда, извини, но... Короче, ничего не хочу сказать как бы лишнего, но... Панда лишняя здесь, вот максимально лишняя. Она мне не нужна. Ведьмаков здесь тонна, я смотрю. Вот прям... Все хотят ведьмаков, да? Классно. Ну ладно, я тогда ведьмаков не хочу, СФ я продам. Хотя на самом деле через СФ в двойку нормально стартовать, если что. Хотя... Блин, я даже... Я тебе двоих уничтожил. Хорошо. Двоих уничтожить ему это нормально. Я бы на самом деле даже бы паролил на каком-то раунде, но... Если я паролю, то мне может вообще ничего не прийти. Этот чувак даже, наверное, не закастил у меня. Я не знаю. Я продам и поставлю лучше две эгиды. Две эгиды намного больше будут давать импакта. А кому это мне все закинуть тогда? Ну давай тебе закину, чтобы ты со старта накидывал. А что еще делать? Жрец есть, жрец есть. Ну, кстати, тут тоже чувак на лустрик, я за него вообще забыл. Я думал, он уже давно распродался. Хотя на самом деле я быстрее него в лустрик вышел. Хороший лустрик для себя. Но тем не менее, я все равно оставлю себе немного. Мне нужен один волшебник. Я надеюсь, он, конечно, придет. Я, наверное, поставлю морскую. С волшебниками у меня будет намного легче игра. Но тоже мне нужен ведьмак. Без ведьмака, ну это будет вообще слезы все. Мне нужен еще уровень. Как бы гадалки не ходи, да, тут и так это понятно. И, наверное, я все-таки два предмета отдам тебе. А что мне делать с этими предметами, я даже не знаю. Ну, а что, кому мне его? Если я ему закину, то раз в 6 секунд стан. Ну, как-то так, наверное, сборку, не знаю. Но и гида в двойку мне 100% нужна. Так, здесь тоже чувак играет через ведьмаков. Это мы видим как бы. Класс. Ой, хорошо. Только не выигрывай. Только не выигрывай, пожалуйста. Хорошо. Этого продам. 50 монет не надо держаться. Отлично. Улучшение есть, это хорошо. Яйцо. Вот это мне надо. Вот эти вот ребята, они мне нужны. Я смогу через зверей стартануть и О, единственное, что я смогу, это стартануть в новой игре. Ну а что мне еще делать, я не знаю. Эгиды я распродаю, хотя эгида в двойку она была бы очень сильной. Ну, похоже, мне придется делать следующее. Это, как я уже ранее говорил, через зверей стартануть. Звери плюс фулл ведьмаки. Короче, в чем фишка ведьмаков? Когда вы собираете фулл ведьмаков, первое, у вас чистый урон равный 90% от текущего. То есть, если было здесь 80, то будет 70 урона чистого. Это первый момент. Второй момент, вы не регените ману противнику. Это, наверное, один из самых главных плюсов вот этой вот сборки. Наверное, один из самых главных. И я на самом деле... Вау. Ну, честно, мне хочется паролить. И, наверное, все-таки я таки сделаю. Я буду ролить. Так, мана плюс 40 тебе закину. Я буду ролить, потому что мне нужно усилить свой стол. У меня 7 уровень, и я троечку могу себе наролить ТБ, ну и все, в принципе. Мне нужно хотя бы ТБ в двойку сделать. ТБ это вот этот вот персонаж, Fallen Witcher, вдруг кто не знает. И, наверное, я все-таки буду реально через зверей играть. По-другому здесь никак не получится. Ну, Лондруид пришел в двоечку. Не хочу сглазить, но по идее знак хороший. Ну, и эта игра может быть для фулл зверей. Посмотрим, как она сейчас пойдет. Но, скорее всего, может это быть
Реально игра для фулл зверей. ТБ. Я ТБ апаю через яйцо, потому что если я не апну его через яйцо, будут очень большие проблемы у меня. Какие будут у меня проблемы, я сейчас объясню. Вдруг кто не понимает, какие будут проблемы. Сейчас я это все объясню. Сейчас, секунду, мне нужно отдать его шмотки. Ребят, этих я сделаю вот как-то так. Чувака, давай сюда, чтобы ты как-то так. У меня, в принципе, он в двойку, поэтому я, по идее, могу не париться немножко за некоторые моменты. Так, минус 50% регена, да. Я возьму эту шмотку, минус 50% регена, как минимум потому, что я буду резать им хп реген. Плюс я себе плюс 300 хп сделал, плюс скорость атаки я замедляю на 50%. Извините меня, это очень много. Против меня играет еще же фуловый жрец. Ну, я не хочу чуваку ничего говорить, но это немножечко неправильно. Но кто я ему такой, чтобы его учить? Правильно? Правильно. Поэтому учить я его не собираюсь. Тем более делать себе в минус. Так, раз, два, три. Будем улучшаться. Будем апаться. Тролля я оставляю. Лондруида, естественно, тоже оставляю. Есть 10 банок. Я надеюсь, за эти 10 банок я смогу очень много себе хп сэкономить. Блин, ну просто посмотрите, какой там жирный чувак. На самом деле, если мне будет приходить инча, я хочу ее в тройку собрать. Я буду абузить, наверное, тему. Это звери плюс ведьмаки. Очень популярная тема. Плюс 4 тролля. То есть будет так. 4 зверя. Или 2 зверя, по-моему. Короче, не суть. 4 зверя, допустим. Нет, 2 зверя, по-моему. Ведьмаки плюс тролли. Ну, плюс какой-то отхил будет. Благодаря того, что есть ведьмаки. Точнее, не ведьмаки, а чернокнижники. Плюс здесь явно есть. Ну, скорее всего, да. Так и получится. Не хочу сглазить. Вот не хочу. Вот реально, я помолчу. Вот. Блин, на самом деле мне ведьмак это тогда не нужен. Я бы поставил лучше, если сейчас был он друидов, и было бы все четко. Хотя на самом деле я вот так вот сделаю. Почему бы нет? Они будут вдвоем свапать кого угодно, плюс это урон, плюс это стан, хотя на самом деле этот чувак был бы овер полезный. Есть еще, кстати, у меня волшебник один, я, наверное, его оставлю в единицу, в двойку апать не буду. Вот я пока... Ну ладно, пока не очень идеально, но в принципе и хорошо. Кстати, ребят, не забывайте оставлять свои вопросы в комментариях, если вдруг они у кого-то есть. По какой-то синергии, либо предложение, либо что-то еще. То есть не забывайте оставлять свои предложения, комментарии. Я на все отвечаю, я не игнорирую, не игнорю это, поэтому, ребят, не забывайте. Пишите, оставляйте, я на все отвечу. У меня 8 уровень, и на самом деле я хочу на 8 уровне немного паролей. Наверное, стоит объясниться, почему я хочу на 8 уровне паролей, допустим, а не там на каком-то другом. Во-первых, смотрите, у меня есть 3 друида. Мне больше друидов не надо. Это первый момент. Второе, я играю еще как бы на лустрике, потому что есть этот чувак. Плюс я собираю себе баночки. ТБ у меня более-менее огромный. Тут ТБ собирает тоже чувак. И где-то еще, по-моему, один волшебник есть. Вот, точнее, не волшебник, а... Короче, кто-то здесь еще на ведьмака хочет играть, как я понимаю. Но пока непонятно. Но вроде бы хочет. Даже если не хочет, захочет. Я более чем уверен. Башер мне прилетел. Нормально, нормально. Ну, классно. Минус 20? Минус 16. Очень много. Короче, нужно паролить. Не фуловые ведьмаки, конечно, у меня сейчас, но зато 4 тролля. На самом деле 4 тролля, я думаю, даже будет поэффективнее, чем фуловые ведьмаки. У меня есть такое предчувствие. 12 баночек у меня есть. В принципе, норм. Хотя на самом деле ничего не норм. У меня проблемы. Меня могут вынести на раз-два просто. Там еще есть фуловый жрец, за него вообще не стоит забывать. Фуловый жрец это огромная заноза в заднице, поэтому надо будет думать, что с ним делать, как с ним делать, что, как, ну,
В целом все надо будет продумать. Так. Мне только что на мгновение показалось, что я немножко не того продал. Так, жрец сюда. Тролль. Продать. Ты в единицу АМ, поэтому тебя продаю. Так, маска. Классно было бы. Иллюзии, они хороши. Они ни в коем случае не плохие. Они хороши даже. Мана плюс 50, на самом деле, со старта можно кому-то дать, вот, допустим, ему, а ему плюс скорость атаки. Потому что у меня есть, как бы, вот этот вот 150% реген маны, поэтому как-то такое. Оно мне роли не сыграет. Кстати, я волшебника одного скипнул. А, нет, два волшебника стоит. Все, надо поменять немножко. Я сейчас продурачился чуть-чуть. Плеер. Тролль-ведьмак тоже. Такой же самый, как я, но у меня немножко больше скорость атаки, поэтому чуть-чуть хп я должен сэкономить себе. Да, неплохо я сэкономил себе хп. Вот иллюзии. На самом деле иллюзии никакие не слабые. Лучше бы я не брал, а взял бы какой-то безоружие, если бы он пришел. Либо же 15% от хила. Аура. ТБ приходит. Это хорошо, что он приходит, конечно же. Ни в коем случае это неплохо. Я сделаю сейчас 4. Ай-яй-яй. Ну ладно, походу придется мне выставлять вот так. О, кстати, если что, ТБ после перевоплощения, он... Так, тихо, он скидывает с себя контроль жрецов. Кстати, я неплохо так ХП себе восстановил. Очень даже неплохо ХП себе восстановил. Вау. Боже, как хорошо приходят. Тьфу-тьфу-тьфу. Что же сделать так, что было бы хорошо, на самом-то деле? Придется попрощаться с этим троллем. Пятерка, жрец. Ну, не жрец, а этот чувак мне нужен. Боже, иди погуляй. Пока поставлю так. Пока поставлю так. Лундрит не нужен. Пул ведьмаки это чистый урон. Еще бы поставить себе троллей бы быть 4 штуки. Было бы вообще, ну, просто прекрасно. Вот, кстати, если против меня... против меня сейчас фуловые чернокнижники, кстати, посмотрите просто. У него не будет сейчас хп регена от слова совсем. Вот 50% хп регена. Это очень-очень огромный дебаф. Так, надо немножко порядок навести у себя на столе, а то у меня тут такой кипиш творится. Не могу я ТБ так апнуть. Мне б на самом деле кого-то заменить. А я не могу никого заменить. Мне нужен уровень. Ай-яй-яй. Не знаю, как-то так сейчас сделаю. Подожди, что я туплю? Боже, это зеркало, оно идеально не для меня. Оно идеально для тролля. Потому что тролль может сделать свою... Короче, смотрите. Видите иллюзии? И топоры летят от тролля. Я немножко с этим моментом вообще забылся. Боже, чуть-чуть вот назад бы время немножечко откатить, я бы вспомнил этот момент бы, и я бы сделал все красиво. Но, как видите, ну, я тоже человек, я имею право забывать, как бы, но я думаю, все и так это прекрасно понимают, поэтому, ну, было и было. Сделано, что сделано, то сделано, тому не, как бы, 6 зверей. Ничего себе, дорогой, ты там распоясался. Так, вот это я забираю. Я уберу пока что вот этого чувачка. Этот чувак мне как бы нужен. Мана плюс 50. И кому мне мана-то плюс 50 надо? Вообще непонятно, если честно.
броня плюс 5. Ну, на самом деле мне и броня это не нужна. Мне нужен уровень и выставить, наверное, фуловых уже. Фул жрец. Вот это вот проблема, кстати. Наверное, стоит жетончик найти. Потому что если жетон не найду, этот медальон, то есть опасность в том, что мой ТБ будет перевоплощаться и будет играть же против меня. Когда я... Ну ладно, сейчас посмотрим, что мне выпадет для начала. Продал того чувака. Как бы сильно, но есть сильнее. Есть желающие посильнее для меня. Мана плюс 50, плюс отражение на самом деле нет. Хотя плюс 20. Так, я хочу медальон попробовать найти. Боже, какого черта у меня вот эти вот шмотки вы... Кто понял, что только что произошло, напишите в чат. Я думаю, многие догадались, что произошло. Я сделал ошибку. А вот какую, напишите вы. Короче, для меня опасность это фул зверь. Вот прям лютая опасность для меня это фуловый зверь. Как-то так расстановку сейчас сделаю. Может так будет немножко получше. По поводу лондрида, кстати, лондрид мне не... О, ну это кунг-фу. Это кунг-фу, что я ожидал, ему МК пришел. Кунг-фу не имба этого патча, ребят. Вот запомните это, когда видите, тем более это. Но запомните раз и навсегда, кто вам будет говорить, что кунг-фу не имба. Просто показывайте им этот ролик, и они все поймут, как они были неправы. Кстати, по поводу лондрида, он мне не нужен. Как и вот эти вот ребята. Так, ну мне подожди, мне надо чуть-чуть. Спектра, ну мне нужна. Я сейчас уже полностью сролил все, вот как бы нашел почти то, что хотел. Ну. Ладно, ТВ, ребята, мне нужны ради бафа только. Класс. Все. Ну теперь мне только уровень нужен. Да, мне нужен уровень. И, кстати, некоторые ребята мне от слова совсем не нужны. Блин, ну я сделал для себя проблему одну. Ну, сейчас посмотрим. Я, конечно, весь инкам свой потратил. Это очень плохо, то, что я весь инкам свой потратил. Так вообще ни в коем случае не нужно делать. Не нужно делать. Это огромная проблема будет для вас, для меня, для всех остальных. Поэтому так делать вообще не стоит. Я так сделал, потому что я рассчитывал на то, что мне еще в тройку придет один чувак. Но, как видим, он просто на одном месте меня вертел. Зато ТБ пришел, кстати. А это означает... давай мы попрощаемся с тобой, да? С АМом прощаемся. Как бы чувак классный, бесспорно. Ну и, в принципе, на этом и все. То, что он классный, и как бы все на этом. Мана плюс 40. На самом деле, я бы хотел, наверное, ману плюс 40 взять со старта, потому что мне нужно как можно... Хотя, какая мана плюс 40? Хотя и вот этот вот предмет плюс отражение, тоже бред. Сделаю как-то так сейчас. Сделаю как-то так, сверху. То и, в принципе, все. Мне нужен уровень, чтобы выставить фуловых себе троллей.
Да, я двоих выставляю, у меня фуловые тролли, но из-за того, что у меня есть спектра, мне как бы больше ничего и не надо. У него, кстати, у него без маны скилл кастуется, тогда за кому мне ману закинуть эту? Вообще непонятно. На всякий случай ему-то я оставлю, но все же. То есть, получается, ему мана не нужна, чтобы закастить свой скилл. Об этом моменте я не знал. Я в первый раз спектру покупаю в этом патче, поэтому... Поэтому как-то так. Так, это жрец был. Хорошо, что он сейчас не взял моего под контроль, но он очень спокойно может его взять. За него вообще нет... О, спасибо. Очень хороший подгон. Троечку, чувачок. Это очень-очень-очень многое значит для меня. Где там мана плюс 40? Давай тебе. Вот так вот на всякий случай сделаю. Вот так. Короче, как-то такая у меня будет расстановка, но на самом деле мне нужно поменять один предмет. То, что здесь фуловый зверь кунг-фу, для меня это вообще огромная проблема. Тут так же самое есть фуловый ведьмак, для меня он не особо огромная проблема. Для меня огромная проблема это жрец, первое. Второе, для меня огромная проблема это фуловый зверь кунг-фу. Все. Фул зверь кунг-фу для меня это просто занос в заднице. Причем такая, что ну, словами не передать. Ну, как же ты очень вовремя перевоплотился. Просто насколько он красиво поставил своих чуваков, что он меня сейчас вынес на вот столько. На 14. Я уровень взять не могу. Никак. У меня проблемы просто, ну, шикарные. О таких проблемах, наверное, могут только мечтать. Криты. Или маска. И то мне все надо. И маска, и криты, поэтому я возьму криты для большего урона. Как-то так сделаю. Вот так. Расстановку. Сейчас, конечно, мобы, но все же. Меня выиграл чувак. Через огромного Хускара, но... Но тут давайте еще так. Тут огромный зверь. Огромнейший зверь. У меня 17 хп. Я откистывать могу, просто будь здоров. Ну и просто это кунг-фу. Вот что нужно знать, это просто вот против вас играет когда кунг-фу. Забудьте. Кунг-фу будет выносить. И я вам гарантирую, что кунг-фу будет так разносить. Никто в жизни не разносил. Плюс у него радик еще, да, на первые деньги. Угу. Да. Спектра, по-моему, вообще перестала дамажить. Хотя 2800. Палка, отлично. Ну, понятно, там чувак на кунг-фу просто огромный. Не знаю, что с ним делать. Рефрешер, кстати, рефрешер отличная тема, беру. В этот предмет тогда можно отдать, я даже не знаю кому. Перси. У меня сейчас будет 5 ТБ со старта, но толку. Мне просто не хватает троллей. Пул тролли мне нужны, а я без денег. 36 монет не надо. Этого чувака я не выношу. Этого выношу, тут не выношу, скорее всего, потому что уже у него фул боги жицы. Кайф просто. И медальон я, ну, с первого раза не нашел. Сейчас он попадается против меня, он меня выносит. И все. Поиграли. На самом деле это дико бесит, когда такое происходит. Но я надеюсь, он спектру там возьмет. Спектру, вот этих вот ребят. Они мне не особо нужны. Так, отлично, я чуваку там Марси вынес с первого раза. Но это ж не он.
Это другой чувак. Так, давай, Пак, вылети, пожалуйста. Ты меня напрягаешь. Каким образом ты... Каким образом... Серьезно, Хускар в двойку. А у меня такой огромный ТБ. При том, что он меня сейчас обезоружки кинет на него и все. Вот так бывает, кстати. Да, вот так бывает. Да. Такого, ну, извините, я не ожидал. Сильно, мощно, молодежно. Ну ладно, в принципе, окей. Живи, давай, выноси. Есть. Каким-то образом я его вынес. Каким-то образом. Боже, я уже полностью разочаровался в том, что я вообще хоть как-то могу его вынести. Пак еще каким-то образом живет до сих пор. Я же молчу о том, что там есть чувак с, ну... Медальон. Медальон. Медальон надо брать. Если он заберет моего ТБ, то это точно GG. Ну и, кстати, мне все равно денег еще не хватает. Мне нужно как минимум один раунд. Как минимум мне нужен один раунд, чтобы я смог взять себе 10. С 10 у меня реально проблем, ну, меньше станет намного. Но и ведьмаков я скипнуть не могу. Это моя мана. Без ведьмаков я сделать реально ничего не могу. Я уже молчу, что тут есть жрец, который, ну, реально будет выносить все и вся. Кунг-фу вряд ли. Остальных он может, ну, сильно напрячь. Давайте так говорить. Буду говорить откровенно своими именами, поэтому он, имея кунг-фу, он может всех напрячь. За пещерника я особо не переживаю, потому что он не настолько сильный, как бы хотелось. Очень сильный каким-то образом оказался этот чувак. Надеюсь, он мне все хп просто не снесет. И я смогу себе сделать, ну, фуловых троллей. У меня неплохие шмотки, но он мне просто сейчас обезоружит, лицо кинет на 5 секунд, а за 5 секунд он, извините, но сделает такие гадости. Как бы никто такие гадости не делает за пару секунд. У тебя тоже замедление? Да, у меня тоже замедление. Все, отлично. Карш 98к. Кто ты? Пещерник. Там я должен жить. Так, извини. Я придется продать. Мне нужно ускорение. Хорошо. А я вынес его или нет? Да. Хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. У меня шансы еще есть на победу. Шансы на победу у меня еще есть. Небольшие, но они есть. Назвать их огромными — это будет максимальная ошибка. Они просто есть. Они не огромные, они просто вот существуют, они есть. У него обезоружен, у него медальон. Чувак приходит ко мне и, скорее всего, просто сносит лицо. Давай сейчас вот проверим. Пак. Вызов принят. Ну вот то, о чем я говорил. Все лицо сейчас несет. Ух, не все лицо. Честно, даже я такую игру не ожидал. Все живут до Талова. Особенно вот этот жрец. Этот жрец — это вообще, ну... что-то нечто. Я даже не знаю, как его выносить. Мне нужна вот эта вот броня. Без этой брони я сделать ничего не смогу, потому что его обезоружь работает на все время.
когда-нибудь инчу куплю немножко. Не знаю, у меня есть БКБ. Но мне сейчас броня экзорцизмом нужна. Мне нужно МКБ. То есть два предмета, которые мне нереально нужны, это МКБ и броня экзорцизма. Кого-то... А зачем он все в лондруида закинул? Он что, совсем дурак? Ладно, я этого не понял, то, что он там сделал. Лучше... Хорошо, окей, броня экзорцизма у меня есть. Что заменить? Штучку на хп реген. Это единственное, что я могу заменить. Все предметы нужны. Буду объективно честен, все предметы нужны. Но мне кажется, бессмертие даже больше. Под бессмертием я хотя бы могу поддамажить. Хотя... Не уверен. Но бессмертие может меня спасти. Но не прям так, чтоб идеально. Какой-то радик, он мне уже, наверное, бесполезен здесь. Давайте посмотрим только одни предметы. МКБ. Ну, что еще можно было ожидать? Сейчас он кого-то засунешь в свой МКБ. Я, на самом деле, рад, что он играет через лондруида. Спасибо огромное тебе, что ты играешь через лондруида. Не знаю, чувак, кто ты такой, но я просто рад тому, что ты играешь через лондруида. Ты, наверное, не знаешь, как работает синерия кунг-фу, и слава богу, что ты этого не знаешь. Хвала всему, только что можно. Даешь шанс немножечко поиграть. Спасибо тебе. В двойку бы поапать этих ребят было бы вообще идеально. Два героя у меня всего лишь в троечку. Я надеюсь, этот чувак все-таки каким-то образом откиснет. У меня сейчас уже есть антиконтроль шмотка. Если вылетит этот жрец, у меня будет еще возможность какую-то шмотку мы закинуть. Мне нужно МКБ, мне нужен баша. Вот такие вот предметы мне нужны. Отлично. Давай, пак, вылети. Я еще его ничего не сделал ему. Так, Пускар. Сюда. Это не он вылетел. Борьба за топ-4. У нас борьба реально за топ-4. Боже, кому рассказать, это ну реально в смех упадут. Я эту катку выложу, это реально смех. То, что сейчас здесь происходит, это смех. Давай в Хускара закину на всякий случай эти шмотки. Топ-3 я взял. Я остался с чего? Не, еще не остался. Так, ты вылетел, жрец? Отлично. Все, гуляйте лесом, некоторые шмотки. Мне нужно МКБ. Ну не эти. Ну и не это. И чё тебе? Это слезы. Мне выпала хрень. Ну все. Поиграли и хватит. Вылети, пак. Я тебя прошу, молю, вылети. О май. Слышите этот звук? Слышите этот звук? А? А я слышу. Я его так отчетливо слышу. Пускар в двоечку еще пришел. О. Ух. Это очень потная катка, ребят. Но это нереальный пот.
Спасибо, чувак, что ты заранее не знал о том, как работает кунг-фу. Просто спасибо тебе, дорогой. Сладкий бот. Ну просто, боже мой. У меня сейчас сердечко остановится от такого движа. Либо он реально дурак и реально не знает, как работает кунг-фу. Ну, шмоток у него, ну извините меня, ну с такими шмотками, это я не знаю. Но скажу так, мне по шмоткам очень сильно не везло в этой катке. Вот максимально, если честно. Очень тяжело мне было играть. Вот честное слово, было очень тяжело играть. И даже если я сейчас проиграю, я на самом деле не особо расстроюсь. Даже если проиграю. А такой шанс имеется. Причем такой, знаете, довольно-таки добротный. Давай, МКБ. Спасибо. О, чувствуете этот запах? Это запах победы, ребят. Если он сейчас что-то не сделает, то я более чем уверен, что эту катку я просто затащу. От слова, ну вот просто, ну, какое слово, придумайте сами, напишите его в комментариях. Прямо сейчас. Вот берите и возьмите, напишите это слово. Но слово это звучит так. Это победа. У него шмоток, ну просто триллион. О, Марси. Ой, как хорошо, что МК прям прилетел ко мне на лицо. Ну, хотел прилететь ко мне на лицо, но прилетел я ему на лицо. Выйдись. Скажу так. Ни одна фигура в этой игре в целом не может сделать 5 керри. Ни одна. Вот ни одна. А вот эта вот тварь под названием Fallen Witcher может. И как видите, я из невозможного сделал возможно, занял топ-1. Спасибо тебе, чувак, огромное, что ты не знаешь, как, наверное, работать с энергией кунг-фу. Спасибо тебе. Просто сладкая булочка. И вот есть еще один чувак, Пак. Чувак, ты нереально достойно играл. Не повезло тебе с ТБ, мне повезло, спасибо. Но очень хорошо сыграл через Хускара. Красиво, чистый урон, но неплохо. Зачем, конечно, он ТБ делал, тоже непонятно. По той лишь причине, что когда у него ТБ перевоплотится, он может перевоплотить случайно Хускара, если неправильная расстановка будет. И тогда все. ГГВП. Ну, короче, катка вышла обалденная. Катка вышла шикарная, ребят. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте свой лайк и оставьте комментарий для продвижения моего ролика, чтобы он пошел в массы и нас стала аудитория намного больше, потому что осталось ровно 100 подписчиков для того, чтобы достичь 1000. Ребят, помогите мне это достичь. Мне от вас нужен всего лишь лайк, комментарий от 4 слов. И, в принципе, все. Еще, кстати, у нас есть телеграм-канал, где я пишу о роликах, о стримах, о информации об игре и плюс о патчах. В принципе, все. И у нас там есть чат комьюнити, поэтому к нам присоединяйтесь, не стесняйтесь. Всем рады. Всем огромное спасибо за просмотр и всем удачи.